Всем привет! Сегодня будем готовить очень интересный хлеб на дрожжах. Этот хлеб готовится достаточно просто, однако имеет свои нюансы, и я покажу, как сделать так, чтобы этот хлеб получился у всех и был очень мягкий, воздушный и просто тающий во рту. Все ингредиенты для этого рецепта вы сейчас видите на экране, а также они будут в описании под видео. Подготовим изюм, здесь у меня 50 грамм, я его промыла и залила кипятком и отставлю пока в сторону, пока готовлю тесто. Для теста нам надо 160 мл теплого молока комнатной температуры, сюда же я добавляю одно яйцо комнатной температуры, высыпаю пакетик дрожжей, у меня в пакетике 5 грамм и 30 грамм сахара. Все это хорошенечко перемешиваем до полного растворения дрожжей. Также нам понадобится 270 грамм муки, я буду добавлять ее в 2 захода. Добавляю одну часть на глаз и хорошенечко перемешиваю, пока не получится вот такое однородное тесто. Как только вы видите, что тесто стало гладким и однородным, добавляем сюда оставшуюся муку, а также добавим пол чайной ложки соли. Снова все хорошенечко перемешиваем. Это тесто получается очень мягким и влажным. Многие назвали бы даже это тесто, наверное, жидким дрожжевым тестом, но так и должно быть. Это тесто нуждается в длительном вымешивании. Продолжаем его вымешивать, пока оно не соберется более-менее такой однородный комочек. У нас остался последний ингредиент, это сливочное масло. Здесь у меня 30 грамм комнатной температуры, мягкое размягченное сливочное масло. Добавляю я его небольшими порциями в тесто и снова вымешиваю после каждого добавления. Продолжать тесто можно вымешивать в чашке, а можно его выложить на стол и продолжать вымешивать вот таким образом. Как я уже сказала, это тесто очень липкое. Если у вас есть возможность воспользоваться миксером стационарным или ручным и насадкой крюк, то вы можете им воспользоваться. В противном случае я это делаю вот обычно руками, хотя иногда я это делаю миксером, но сегодня я вам покажу, как это можно сделать руками. Руками этот процесс занимает минут 25-30. Первые минут 15, пока тесто еще очень мягкое, я его вымешиваю так, как я показала на видео, рукой. И оставшееся время, когда тесто уже собирается в комочек и приобретает форму, я его отбиваю вот таким образом. Немного ударяю об стол и складываю, ударяю об стол и складываю. И повторяю весь этот процесс еще, наверное, раз 50, то есть 50 ударов и складываний. Как только тесто готово, оно перестает быть сильно липким, приобретает такую интересную структуру и становится блестящим. Убираем его в чашку, накрываем ее пленкой или крышкой и убираем на расстойку как минимум на час, а может быть даже и больше, или до тех пор, пока тесто не увеличится в объеме примерно в 2 раза. Пока тесто стоит и увеличивается, я подсушила изюм и подготовила его к добавлению в тесто. Посмотрите, как хорошо поднялось тесто. Оно имеет блестящую такую поверхность, хорошо поднялось. Присыпаем хорошенечко стол мукой, потому что тесто по-прежнему липкое. И выкладываем тесто на стол. Сверху теста я тоже присыпаю мукой, оно по-прежнему очень липкое, и с этой стороны тоже. И делаем дегазирование, убираем все лишние газы из теста. А теперь сделаем предформовку. Для этого края теста я подгибаю к центру. Если нужно, тесто по-прежнему прилипает, воспользуемся шпателем. Шпателем очень удобно подобрать липкое тесто и сформировать шарик. Округляем наше получившееся тесто, натягивая слегка поверхность. Вот таким вот образом. И оставляем его снова полежать. Оно будет лежать еще минут 20 для того, чтобы тесто расслабилось и с ним было легче работать. Накрываю я его той же самой чашкой и оставляю на 20 минут. Выпекать свой хлеб я буду вот в такой стеклянной форме. Эта форма у меня размером 11 на 22 сантиметра внутренняя часть. Я ее подготовила и закрыла пергаментной бумагой, которая у меня не прилипает. Тесто уже полежало и отдохнуло и стало более плотное и податливое. Я его снова присыпала немного мукой и под низ на стол я тоже присыпала муку. Сейчас мы его будем раскатывать в прямоугольник толщиной примерно, наверное, сантиметр, может быть чуть потоньше. Края подтягиваем так, чтобы прямоугольник был относительно ровный. Я даже поставила чашку сверху, в которой я буду выпекать, чтобы понимать примерно какого размера мне нужен прямоугольник. Нам также понадобится наш изюм, который мы заранее подготовили. Он должен быть обсушен. Присыпать мукой его не нужно. И также сюда в начинку идут кусочки масла. Масло я мелко порезала. Здесь у меня 20 грамм масла. Оно должно быть холодное и мелко порезанное на небольшие квадратики. Закручиваем наше тесто с начинкой в рулетик. Немножко его подтягивая, чтобы оно не было слишком рыхлым. Настолько плотно, насколько возможно. Подтягиваем все края, формируем ровный такой рулет и защипываем краешки, чтобы хлебушек у нас был красивый.
Краешки защипываем со всех сторон, также с боков, чтобы масло не вытекало, которое у нас внутри, и изюм не высыпался. И чтобы края были ровные и красивые. Переворачиваем снова нашу заготовку. Если нужно, ее поджимаем слегка под нашу форму, так чтобы он поместился. И делаем надрезы. Надрезы по теплому хлебу лучше всего делать лезвием. Надрезы можно делать либо более частые, либо пореже. У меня примерно 1 см между каждым разрезом. Перекладываем нашу заготовку в подготовленную форму. Вот таким образом я это делаю. Оно должно ложиться достаточно плотненько, но с боков у него по-прежнему должно быть место, чтобы ему было куда расти. С помощью кондитерского шпателя очень удобно пододвинуть тесто и сдвинуть его туда, куда нужно, при этом не помяв его. Накрываем нашу заготовку пленкой и оставляем его на расстойку до тех пор, пока оно не увеличится в объеме, примерно на 75%. Должно выглядеть примерно вот так. На данный момент моя духовка уже разогрета на 180 градусов по Цельсию. Это 356 градусов по Фаренгейту. И хлеб у меня выпекался в ней 40 минут. Посмотрите, какой красивый он получается. С этим хлебом есть небольшой нюанс. Ему нужно обязательно дать остыть в форме, в которой он выпекался. Он настолько мягкий и настолько воздушный внутри, что если его вытащить в теплом виде, то он может немного осесть и потерять свою красивую форму. Поэтому даем ему остыть и только потом вытаскиваем. Этот хлеб получается очень вкусный, наимягчайший, у него волокнистая легкая структура, очень легкий сам по себе, с хорошим таким сливочным вкусом. В кусочке масла вы видите, там потеки такие желтоватые на хлебе, очень красиво смотрится в разрезе, с небольшим намеком на сладость и буквально чуть-чуть изюма. Посмотрите, какой красивый, прям видно завиток на хлебушке, он весь прозрачный, светится. Очень вкусный и очень ароматный. Дайте мне знать в комментариях, если вам понравился этот рецепт. Если вы хотите поделиться фотографиями, это можно сделать в моем телеграм-канале. Я ссылочку оставлю внизу в описании. А я с вами прощаюсь и до встречи в новых видео.